Как вас зовут? Меня Татьяна. Татьяна. Татьяна у нас пришла на день открытых дверей, она знакомится с методикой, и в перерыве мы ее протестировали. Она профессионально занималась и мастер спорта, да? Да. По художественной гимнастике, да? Какие жалобы есть? Сейчас. Да. При наклоне мозга с правой стороны в районе поясницы такая неприятная тянущая боль, не такая, как она должна быть при растяжке, когда растягивается спина обычно. Боль в пояснице. Да. Сейчас, смотрите. Гипотония, гипотония, гипотония. И вот сейчас я протестирую мышцы шеи. В самом деле, как они работают. Если даже не вводится голова. Не. Держите, держите вот так, вот так, вот так. Держите головочку. Не. Держу. Немножко отдайте мне ее. Отдайте. Назад, назад. Она не работает. Давите назад. Ну, то есть здесь мышцы не работают за счет того, что она даже не может завести голову. И здесь есть глобальная гипотония. Давите. Давайте подтвердим. Ложитесь на спинку. И в гипертонуса, возможно, переключение, она уходит с мостика, потому что она нагружает зону проблемную. Держите. Давите вверх, вверх. Убедительно, что это большая проблема. Давите. Ну и как вы найдете эту проблему? У меня их 3. Причем, возможно, одна где-то на спине. Нет. Шрам операции есть? Да. Где? Сейчас тотальная? Живот. Живот. Вот. Нет, вы смотрите, вот вы нелогично за нее зацепились, но вы увидели. А я вам хочу сказать нет. Давайте посмотрим по шраму. Нет. Что поменялось с этой татуировкой от того, что она стала на мостик? Ничего не поменялось. А вот живот она растянула. Конечно, ребята. Может быть, она связкой позвоночника растет? Не может быть. А? Держите. Давите. Все. Одно действие, и вы подтвердили. Я растянул живот ей сейчас. Давите. Все. Не было бы у нее никаких шрамов на животе. Не было проблем. Не было бы проблем. Возможно, Поднимайтесь. Может быть, связкой позвоночника? там есть Она сейчас станет на мостик, придаем живот, проверим. Становитесь на мостик. Видно, как она в гипотонии еще на мозг. Давите. Назад, назад. Давите, назад. Назад, давите голову. Давите, давите. Вот и все включилось. Поднимайтесь. Она в гипертонусе. Держите, давите. Здесь на животе, да? Давите. Давите. И норма. Может быть, она бы нагружала внутрисуставной болевой рецептор, может быть, нагружала бы там колено, стопа, еще что-то. Но здесь маловероятно, что поменялась сильно нагрузка на стопу. А живот она растянула. У меня пациентка, смотрите, резко ухудшила самочувствие после первой беременности и родов. Роды самостоятельно. Может быть, там эпидуральная анестезия. Придавила эпидуральную анестезию, не помогает. Тотальная гипотония. Внутрисуставное палево. Нет, 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 нет. И при беременности еще было больно. Белая линия, там же У нее была операция, рубец на животе. В 7 лет при беременности, угадайте, что происходит? Примерно то же самое, что мы сейчас сделали, только в этот. Все. И ей стало хуже. А лечили этот рубец. Просто при беременности он растянулся. Бывают такие нестыковки, вы должны объяснить. Вот действительно она сейчас растянула. И у нее тотальная гипотония. Ложитесь на спину. Вы хотите, чтобы мы полечили? Ну, чтобы спина не болела. Почему болит спина? Держите. Держите так. Давите, тяните влево. Квадрата нет. Квадрата нет. Пояснично-подвздошных нет. Живота нет. Держите. Давите сюда. Вверх, вверх, вверх. Да. Давите. Раз. Держите. Давите. Еще раз давите. Два. Как сделать просто? Ну, просто как бы, ну, давите, давите, давите. Да, давите.
Знаете, Хасе говорит, один для пациента, все остальное для доктора. Ну так, для... Это все заработало. Теперь связки таза смотрим. Смотрим квадрат. Я его не делала. Давите. Не, единственное, Причем в исполнении доктора. Держите, давите. Держите, держите. Давите. Давите. Здесь работает. Давите. Ну, давите, давите. Бегло, если вы пробегаетесь по связкам, давите. И L5S1. Да, все с утыл. У меня стоит утыл. Давите. Давите, давите. Норма. Здесь могут быть какие-то локальные проблемы. Если у вас есть жалоба, боль в спине, именно когда вы так становитесь, да. а в другой жизни нет, да? Нету. Хорошо. Нет, еще если висеть на шведской стенке, то... Вы на копчик падали? Да. Поворачивайте на живот. Если есть запрос, вы уже локально смотрите, что здесь еще может быть, ребята. Вы увидели, что сегодня человек в тотальной гипотонии параллельно сломала ногу. Держите. Давите. Норма. Давите. Норма. УТЛ. Внутрисуставной палео. Давите. Есть. Двойной стимул. Давите. Давите, давите. Сейчас. Он всегда первичный. Я не достал. Вот он. Теперь. В каком месте болит, когда вы делаете? Тут немножко ротирован позвонок. Это вот вторично, да? Да. Сейчас. Давите. 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 Двойной ТЛ. Расслабьте. Двойной стимул. Индикатор упал. Подумайте о боли. Ну, как поясница болит. Давите. Давите, давите. Нет. Так а там нет женщины основной? Где? Ну, где-то здесь есть. Да, есть однозначно она здесь. Давите. 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 Там, где она жалуется, вторично основная очень часто. Давите. Давите. Одевайтесь, вставайте и делайте движения ваши. И, возможно, у нее основная боль связана с внутрисуставным вот этим палео. Ну, можно было бы, получается, Давите. поднять эту чуть-чуть. Нет, надо толкнуть. Именно толчок сделать, давите. То есть сустав должен так. А у нее было на уровне L4, L5 сустав фасеточный сработал. Делайте движение. Угу. Лучше? Да, дальше могу. Понятно? Ну, Достаешь она по-другому. нет, на самом деле у меня боль начиналась 90 градусов, и поэтому я не могу, ну, близко к пятку. В идеале надо. Да, сейчас по-другому. Сейчас. Вот то, что боли нет, это да. Скажите, вам лучше, когда вы двигаетесь? Да. Да, вам она, вы сейчас, что к ней пристали? Вы, зная набор, что у нее, вы сами уже должны ей рассказать. А вы что у нее спрашиваете? Почему ей было легче, когда она двигается? Ну, потому что она растягивает капсулу на себя, восстанавливала. Ее кто компенсировал? Грубое касание. А вот так что это делает? Она добавляет в зону первичной стимул противоположный. И ей лучше становится, и живется ей лучше. Конечно, и поэтому у нее двигается, не болит. А вот если бы у нее была компенсация палео, она бы разъехалась. Понимаете, в чем разница? И вы об этом пациенту говорите, что когда она двигается, лучше становится. Покажите, что вот если вот так вы сделали, она будет лучше. Когда она только к вам подойдет, у нее будет тонус. Поэтому клиника разная. Ребята, по сочетанию, сможет ли она себя компенсировать естественным движением? Одежда очень легко. Либо другой вариант, если у нее первичная вот это будет, то люди будут избегать, им плохо. То есть они будут какую-то одежду другую одевать. Понимаете, в чем разница? И поэтому здесь вы не она ходит, ей лучше. И она отвечает, что ходить лучше, двигаться лучше, спортом лучше будет заниматься. Да, я всегда Да, понимаю. ну потому что когда она не двигается, ей плохо.
А когда двигается, хорошо. А вот если бы, Тань, ты это сказала пациентке, она сказала, да, у тебя третий глаз на лбу, ты ясновидящая. А почему третий глаз? Потому что ты хорошо выучила правила и можешь пациенту рассказать, как ее физиология работает. И когда ты ей пару раз вот так скажешь, не, у вас есть какой-то дар. Дар. Только это вот так, хорошо? Да. Спасибо. Коллеги.